Господа, здравствуйте! Это видео должно было сниматься честно, по-другому, в другой обстановке, все более расслабленно, более спокойно, но в связи с последними событиями мы с вами присутствуем здесь в 3 часа дня 99 марта 2019 года. Дело в том, что сейчас еще машину можно забрать, мне позвонили, срочно прямо ее можно забрать, а уже завтра утром или вот в ближайшее время забрать уже будет ничего нереально, поэтому идет просто дикая суета, все, выметают свои тачки, и мы, соответственно, в 3 часа дня, как вы поняли, чтобы никого не подставлять, 99 марта, также забираем нашу новую тачку для вас. Пошли. Да, господа, это новая Соната, новая во всех смыслах, это новая, вообще новая машина, и это Соната, которая сама по себе новая в новом кузове. К сожалению, она на черном салоне. Был еще вариант купить на белом салоне, типа BMW практически получилось бы. Но в условиях стремительно сжимающегося рынка автомобилей выбор этого белого салона выпал кому-то более успешному. Это все-таки шелкография. Они сделали, что эта линия светится ровным от сих до сих, а шелкография просто здесь она разрежена, а тут прям плотненько идет. И получается вот такой вот у нее в итоге конъюнктивит. Подогрев сидений у нас есть. У нас есть, как в S-классе, кнопочки на спинке правого пассажирского, чтобы его можно было двигать со стороны водителя. Она уже подготовлена под комфорт. Плюс, судя по всему, тачка пушка. То есть нету никакой физической кнопки здесь, а вот эта часть, она нажимается. Фига струя. И тут же камера заднего вида без омывателя. К сожалению, за наши 2 миллиона 50 тысяч рублей. Ну что поделать, подкопи еще, пацан. Приходи попозже, мы тебе что-нибудь покажем. Прикуриватель в багажнике. Да будь проклят тот день. И всех корейцев, никогда нет прикуривателя. А в Генезисе есть прикуриватель в багажнике? Однажды они посмотрят мои видосы и скажут: да, Костян, мы врезали тебе прикуритель в багажник, чтобы у тебя все по этой жизни получилось. Огонь. Цвет брали специально черный, потому что он подойдет большинству потребителей. Большинство людей черный цвет воспринимают как типа мой. Неважно, нравится он им или нет, но она просто черная. Это значит круто. Просто топчик. Можно ехать. Тем временем, господа, в этом месте должна была быть совсем другая заставка и совсем другое действие, но нельзя отрицать текущей ситуации в России и в мире целиком. Вообще, изначально мы хотели взять эту тачку и сразу на ней устроиться в такси, уже в категорию комфорт. Знаете, если до этого на Рапиде я был в экономе, то здесь можно было сделать сразу в комфорт, покатать людей, послушать их ощущения, ну и просто это всегда интересно и весело. Но, как вы понимаете, с текущей эпидемической ситуацией, естественно, это было бы совсем неправильно, потому что куча людей общается со мной, куча людей, я с кем общаюсь, это все, наверное, нелогично. Поэтому в этот раз мы даже не успели ее помыть, потому что идет нереальный дождь, она сразу пачкается. В общем, ребята, вот такая обстановка, как у всех. Благо, Тинькофф Банк при этом всем как скала, потому что отделение невозможно закрыть, если у вас их нет изначально. Люди работают на удаленке в том же режиме, все прямо супер. И, соответственно, поскольку эта машина и приобретена мною, но при помощи Тинькофф Банка, поэтому дальше мы переходим к тому, для чего мы изначально ее и купили. Потому что все-таки таксовать это был инфоповод. А фактически эта машина с завода далеко не идеальная. Ей нужно еще много-много-много чего для того, чтобы вы, когда в нее сядете, офигели от того, что за предполагаемые 2 с хвостом миллиона рублей вы получили комфорт как за 5.
Короче, первое, это абсолютно отсутствующая, мать ее, шумоизоляция. Никитос сзади глухой, просто ему нужно уже выдать беруши, потому что он просто не понимает, что происходит. Реально, человек на заднем ряду ориентируется по картинке в камере, он не слышит нас. Слышно, как каждая маленькая, отвратительная, мерзкая песчинка скребет под днищем. Но зато в остальном у нас есть феерическая мультимедиа. У нас, смотри, поворотник включил, как в К-900. Загорелся монитор, в котором показано, что в слепых зонах в зеркалах происходит. С правым то же самое. Адаптивный круиз. Помощь при удержании в полосе. Сейчас мы выйдем на прямой, и ты просто удивишься. Она даже колею отрабатывает, руль чуть-чуть так поворачивает, чтобы только ее не болтало. Офигенно! Просто космос. Это они сделали это на уровне, я могу сказать, Audi A8. Смотри, и все, и едем. Вообще забили болт, смотри. Она не будет болтаться. Видишь? Смотри, а руль уже подруливает, видишь? А она не болтается из полосы в полосу, смотри. Ну-ка, поворот. Блин, она, мать его, она в 10 тысяч раз адекватнее, чем мой Range Rover, и чем Шкода, и чем все остальное. Владян, ну скажи, это космос, смотри, она между полосками двигается, ее не болтает. Она в полном порядке, мать ее. Музыка Бозе. Она неплохая. Опять же, она неплохая, но где-то неплохая, но до половины. Надо поставить какую-нибудь инструменталочку, чтобы, знаешь, струнки почувствовать музыки все. Очень качественная музыка. Надеюсь, вы прочувствовали так же, как и я. Все струнки оркестра, который исполнял эту композицию. Замечательно. Давайте еще немного. Мы идем на колбасу. Она реально долбит. Хочу сказать, эта музыка. Она не такая громкая, как вот Кондон, который мы недавно слушали, да, у европейского производителя. Здесь обошлось без кондонов, но, тем не менее, играет она лучше. Понятно, что когда громкость переваливает за примерно 70% мощности, там уже никакие кондоны вас не спасут. Но она реально крутая. За 2 миллиона и 50 тысяч рублей. Как выглядит смена режимов движения, Drive Mode? Смотри, вот внимание на приборку сейчас. Чебой, с каким-то взрывом нереальным. Ну-ка, спорт, вау, просто обалдеть. То есть такая степень анимированности этой приборки сумасшедшей, с этого просто улетаешь. Возьмем немцев, да? Все, вот что там происходит. Здесь как-то из пустого места выжато столько переключателей подрулевые. Как офигенно сделаны, просто невероятно. Вентиляция, кстати, еще есть. Вот что, панорама, естественно, которая еще также издвижная, со шторкой. За 2 с хвостом это конкретно жирный набор опций. И даже, я могу сказать, впервые качество. Контроль столкновения. Если бы я сейчас не нажал на тормоз, она бы остановилась сама без меня. Осталось только разобраться, как включается долбанный круиз-контроль. Он никогда не включается. В чем проблема? Он просто никогда не включается. Ни с какой скорости, даже со 100. Узнаем. Но мне очень не нравится то, что бесключевой доступ за эти деньги они сделали в виде кнопочки и только на передних дверях. Его нету. Также нету сервопривода багажника, естественно. И его невозможно открыть никакими там вот этими тайными движениями. Это, конечно, очевидные минусы, которые есть уже у всех конкурентов. Не то чтобы за 2, а даже за 1 с хвостом. Это вполне себе нормальная история. Здесь ее почему-то не учли. Я не понимаю, при всех вот этих вот опциях
Этого нет. С другой стороны, может быть, кому-то это будет и не критично. И бешеный дизайн задней части. Вот что меня бесконечно таращит в этой тачке, в том, что вот эта вот S-образная оптика, это чисто какой-то американский даже стиль получился. Здесь не нужен вот этот фальш-выхлоп, как обычно делают. Никакой потери от его отсутствия здесь нет. Но вот эта часть смотрится бешено. Хотя передняя часть, вот реально на любителя немножко эти вот ходовые огни, которые в капот уходят. Да, это необычно, это как бы очень так прикольно, но... И то, что нет кнопки открывания багажника, да, смотри, сенсор, мать его. То есть, ну не сенсор, а вот это, оп, и открылось. Кстати, и никак невозможно его закрыть, не испачкав руки. Здесь нету ни одной ручки. В принципе, их нету, все, здесь все гладкое. Только или за это вот так вот, или испачкав руки уже за крышку, которая, ну, естественно, зимой у вас будет постоянно, как вот у землекопа все это. Это не круто. Надо взять ее и немножечко пропатчить. Неизбежно, господа, нам приходится, нас заставляют, сзади стоят автоматчики, но другого выбора реально не было. Мы оказались в БГТ СПБ. Это ребята, которые решат все наши проблемы и решают все эти проблемы уже много лет с новыми автомобилями. Потому что, как вы знаете, за сколько бы вы миллионов тачку не купили, вас все равно кинули. Все равно чего-то в ней не хватает. Или того, или другого, то, что есть у конкурентов за 700 тысяч. Мультимедиа здесь спереди реально неплохая. С ней делать, если что-то и надо, то я даже не знаю зачем. В принципе, она устраивает. Что хочется мне в первую очередь, это то, что задний ряд, он поскольку присутствует, и пространство на нем даже в принципе существует, можно сюда фигачить планшеты. Планшеты на заднем ряду в автомобиле за 2 миллиона. Должно выглядеть очень круто. Ну и куча приятных остальных мелочей, которые обычно владельцы делают после покупки нового автомобиля. Чуть тонировочка, чуть там, чуть-чуть. В общем, елочка-ароматизатор за 120 рублей в подарок, и все будет классно. Погнали! Закажешь эту функцию в Мерседесе, то это двушка. Да А ладно. в BMW это стоит 50 или 70. Да ладно. Да. Так много. Я думаю, это просто идет как база и все. Нет? Ужас какой. А у нас всего за 30 будет. А вам вообще бесплатно, на самом деле. Господа, вот это интересное приспособление. Будет стоять в бардачке. Вот, собственно, торпеда от нашего же автомобиля. В ней это все уже установлено. Это мы просто вам визуально показываем. Нет, в ней еще не стоит уже только ответная часть. Вот эти трубочки. Они там, грубо говоря, оттуда сюда, вернее, прямо, если честно, то мы даже сможем это показать прям наглядно. Вот так это будет все стоять. Будет степень регулировки. Сама она у нас даже здесь стоит. Ее даже уже видно, вот от нее ответная часть. А эти трубочки у нас идут в саму систему вентиляции, прямо в подачу воздуха, в печку. И вот сюда вы сможете добавлять любой ваш, какой вы только захотите, любимый аромат. Хотите рассола залейте, хотите колбасы покрошите кубиками, сюда сыпьте сыра французского, винишко. Ну, это только опасно, конечно, когда у вас в воздухе все-таки спиртосодержащие вещества парят, но тем не менее. В общем, это система автоматической ароматизации салона. Шумоизоляция стоит космических, как Дмитрий сказал. Ну, она как бы, как космических. Если есть несколько пакетов. Первый есть пакет салон, это одна цена, потому что это попроще. Есть пакет двери, это тоже помогает, потому что звук в машине совершенно становится другим. И, скажем так, уши у всех разные. Да, кому-то одно хочется, кому-то другое. Да. Но мы делаем максималку, кроме крыши, потому что в ней панорама, там Мы некуда. сделали. Да ладно, Да. по краю, что ли, облепили? Вот здесь вот полоса, и вот здесь вот, где как раз таки самые такие звонкие места. То есть круче осталось только, наверное, акустический лабаш ставить и двойные стекла, которые на данный автомобиль пока недоступны никак. идут, да, Мгм. никак. Так То что, почему мне больше всего вот именно хотелось эту машину сюда к пацанам привезти, потому что в ней базово заложены очень крутые функции, в ней места много, и мотор Да. вроде более-менее тянет, и вся она такая, но куча таких вот недоделок простейших, которые все вот это разрушается, и у меня есть реальное впечатление, что мы ее сделаем, за эти деньги это будет самый просто жир нереальный, вот, который только можно купить в этом сегменте на сегодня. То есть как бы BMW за эти же деньги будет хуже, и Mercedes Да. за эти же деньги будет хуже. В общем, действительно очень интересно, что получится. Едем дальше.
что-то быстро в этот раз как-то. Прям очень быстро. В этот раз быстро. Ну, Да, в с этот кем раз не бывает, оказалось быстро. как говорится, да. Первый раз бывают и ошибки небольшие. Так что все в порядке. Да. Машина готова, шумоизоляция, Монитора. тонировка, бронь в итоге еще на стекла. То Да. есть она еще и бронированная, то есть вандала защищенные Да. стекла. У нас все или перед-зад? Перед, Перед- обязательно. Перед-зад. Да, вот маленькие форточки нет смысла клеить, они маленькие, и их просто не завести. Пленка жесткая, она как картон почти. Ну, то есть в любом случае Да. теперь еще есть момент свалить, если вдруг кто-то пытается как противоправные действия третьих лиц. Не получится. Да, ну получится, но через какой-то промежуток времени. Через Вот. боль. Да, это Только если через боль. очень крутая опция на самом деле. Стоит денег тоже нормальных, потому что броня, по-моему, дороже тонировки гораздо стоит. Просто по Броня материалу. дороже, по тренировке, да. Да это круто, это реально круто. Согласен. Обалдеть. Пленочку мы не снимали. Ага, то есть это оставим мы непосредственно конечно, клиенту. владельцу. Зажигаем, у нас загорается Hyundai. А, то есть вы еще и можете прошивку под Да. него заливать под производителя конкретного. А, и все, и вот мы получили И вот мы обычный, по получили сути, Android. Планшет, телевидение, YouTube, интернет, Иви и как бы вот, пожалуйста. Ну, я всё. понял, а это сейчас наше... О, ну все, ну все поняли, что это такое, все отлично. У тебя сейчас даже на Wi-Fi они висят Да. на нашем Bluetooth. Как независимые динамики есть, также... А, в нем самом Да, есть в динамики. самом То есть есть все. динамики. Плюс подключаем беспроводные наушники и едем тоже не обломываясь. И Обалдеть. То есть я всегда считал, что у меня все хуже, чтобы вы понимали. Вот в машине за там 300 тысяч больше, чем это, грубо говоря, да, биткоинов. Все хуже, чем здесь. Просто. Смотри. Это стопроцентный звук закрывания очень дорогого седана. За какие... Это просто. Там огромное количество шумоизоляции. В общем, тачка готова, осталось только выехать и оценить работу мастерской. Ну или не оценить. Тут всегда есть интрига. Погнали. Итак, мы с вами выдвинулись в город. Мы сейчас стоим. Вот сейчас мы начнем ехать. Смотрите, самое интересное будет. То есть где-то до 30-40 шума нет вообще, только мотор слышно. Но он уже там впереди, он не в салоне стоит. 60. И после 60 звук не увеличивается, он не становится громче. 86. Ну вот, а сзади как? Сзади, я думаю, вообще разница просто космос в сравнении с тем, что было. Потому что я не слышу шума, который идет сзади, потому что его там больше нет. То есть тачка стала издавать шум вот такой тихий до 60 км в час. И после 60 он перестал увеличиваться вообще. Если нажимаешь теперь газ, мотор там спереди, не слышно, как трещат клапана, как раньше это было. То есть он есть, да, его все равно шумно, конечно, слышно, но через это перестала ощущаться скорость. То есть ты не чувствуешь, быстро ты едешь или медленно. Вот сейчас по ощущениям мы едем где-то 50-40, по факту 73. И главное, самый прикол, что ты можешь разгоняться дальше до сотки, и шум останется на этом же уровне. И самое главное, как же заполучить эту тачку? Как же стать обладателем этого сокровища, причем совершенно бесплатно? За то, что вы ее выиграете, вам даже не нужно будет платить налог. Не нужно будет платить за сам факт того, что вы прилетите сюда в Питер, когда я буду вам ее отдавать в июле. Опять же, будет оплачена дорога. Даже заправим полный бак и пожелаем счастливого пути. Все издержки берет на себя Тинькофф Банк. Ни за что платить вообще не придется. Вы представляете? То есть вы просто становитесь клиентом Тинькофф Банка. А если вы клиент Тинькофф Банка уже,
то в принципе считайте, что вы в игре. Подойдет практически любая карта Тинькофф банка, даже существующая. А если нет, ее просто можно оформить. Специально для вас существует карточка для автолюбителей, которая называется Тинькофф Драйв. По ней вы можете получить 10% кэшбэка на АЗС, 5% на автосервис и еще очень-очень много всего. Но самое главное, что победитель будет не один. Многие из вас не верят, допустим, даже в то, что именно мне выпадет тачка. Хорошо. Мы сделали так, чтобы как можно больше людей что-то дополучили. Еще 500 человек получат кархолдеры ручной работы. Да, мелочь, но все равно приятно. 10 человек получат по полтонны топлива. 500 литров топлива получат 10 человек. И еще один человек получит полный комплекс обслуживания в московском тюнинг-ателье Brooklands Detailing. Это на самом деле тоже очень круто. Так что в итоге победителей будет великое множество. Все итоги конкурса будут подведены банком в июле. И все, опять же, мелочи, как я и говорил, по налогу, перелету, опять же, будут учтены. Так что вам останется только приехать в Питер и получить эту ласточку прямо из моих рук. Так что условия крайне простые, крайне понятны. Плюс они также все продублированы по ссылочкам в описании прямо на сайте банка. Вы всегда можете зайти, почитать и лично ознакомиться со всеми интересующими вас подробностями. Так что, господа, участвуйте, выигрывайте. И пусть одному из вас, а в данном случае далеко не одному из вас, пусть максимально большому количеству из вас повезет. Тинькофф Банк в спонсорах, Соната скоро будет вашей. Плюс ко всему существует еще некий интерактив. То есть есть страница конкурса, на нее будет ссылочка там в описании, на которой нужно будет выполнять различные задания. Тесты, автовикторины, конкурсы, все что угодно еще. За каждое выполненное задание вы будете получать шансы, которые увеличивают, соответственно, шансы на выигрыш автомобиля. Чем больше шансов, чем больше выполненных заданий, больше правильных ответов, тем больше шанс заполучить эту ласточку. Мне кажется, довольно прикольная идея. Но даже при этом, секундочку, тачка еще не готова. Еще можно очень много всего сделать. Смотрите, мы, к примеру, даже поставили ручку закрывания багажника. Обратите внимание, то есть ее не было. Причем ручка штатная стоит от Hyundai также. Но почему-то в Сонате ее не было. Здесь было нечем закрывать. Мы хотя бы сделали так. Но нет предела совершенству. И эту тачку мы еще увидим. И у меня на канале, и не только у меня. Сейчас, после меня, эта тачка отправляется Жекичу Дубровскому, который ее еще допиливает. А после этого с ней встречается Павел Блюденов. Так что в этот раз этот конкурс по кастому будет в том числе интересен даже и мне самому, потому что я эту машину отдам, и я же ее потом в конце получу уже тоже сделанную. И тоже вместе с вами мы посмотрим, а что же получилось в сумме после 3 блогеров. С ума сойти, крайне интересно, и потом все это отдадим вам. Так что я вам желаю огромнейшей удачи Евгению Дубровскому, огромной удачи Павлу Блюденову, огромной удачи всем нам, и я уверен, что в этот раз тачка будет невероятно крутая, и самое главное, это самый дорогой и самый масштабный гиф за всю историю, по крайней мере, моего канала. Немерен 2 только стоила машина, 200 еще вбили, еще вобьют 400. В итоге автомобиль получится, ну, каким-то совсем невероятным и отойдет одному из вас. Огромной вам всем удачи, все подробности по этому конкурсу в описании. Пока!